Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — черчение. Будем вычерчивать вот такую вот деталь. Причем обратите ваше внимание на то, что если до этого видео я вычерчивал, показывал фигуры и называл их деталью, в фигуральном смысле, то вот это уже имеет буквальное значение слова деталь. Также обратите внимание на то, что какие будут сегодня использоваться элементы при вычерчивании. Делать в разрезе, причем с поворотами тоже поиграемся, с функциями и так далее. Также, что еще хотел рассказать из своих новостей, то что я нашел интересный сервис, называется Yumi. Это аналог известного vidIQ по подбору тегов и так далее. Более подробно расскажу в конце видео, а сейчас перейдем к основному части данного видео. Обратите внимание, то что для вычерчивания я, собственно, повторяю так, как здесь. Поэтому мне нужно лист сделать без рамки и повернуть. Обратите ваше внимание, куда я нажимаю, чтобы добиться данного результата. Ну и начинаем, как любой другой чертеж, снизу вверх. Кстати, здесь попробовать так, а можно другой функцией воспользоваться. Вот, собственно, параллельная прямая. У меня есть функция с двух сторон, что, собственно, увеличивает скорость. Я это делаю в демонстрационных целях, ну и также это уже, скажем так, дело привычки или опыта. Также здесь вот подчищаю, усекаю линию. Так, собственно, дальше интересный момент. Удлинить или нарастить ближайшего объекта. Тоже такая функция пригождается.
Так, и что дальше? Значит, основные элементы мы здесь сделали. Теперь берем и переворачиваем. Обращаем внимание на то, что сам чертеж, к сожалению, не перевернулся. Поэтому мы будем его тоже в этом смысле разворачивать. Тоже постараемся очень стандартной команды. То есть берем, выделяем, само собой. Выделилось, и все. Обращаем внимание на то, что выделение должно быть зеленого цвета, чтобы весь чертеж выделился. Прям сразу повернуть. Сразу на минус 90 градусов. Сейчас мы получились такое же расположение чертежа, как показано на образце. Единственное, что может буквы маленько, скажем так, некорректно конвертируются. То же самое касается и размеров. Не совсем тоже корректно. Вот. Маленько перестроились. Здесь тоже. Мне нужно, чтобы они были вот с этой стороны. Вот, так что... Так, ну у меня такой личной необходимости нету. Как таковой необходимости. Можем маленечко так, скажем так, поиграться. Ну, теперь будем иметь в виду. Теперь следующее. Вычерчиваем так называемый в разрезе. Да, что хотел было сказать, то что с текстом я достаточно редко
сталкиваюсь, поэтому не может 100% здесь что-то было неправильно, поэтому если вы нашли какие-то ошибки, прокомментируйте, будет очень полезно. Не просто прокомментируйте, а объясните, как было бы правильно в данном случае сделать правильное действие. Вот, собственно, что я хотел вам сегодня показать и рассказать, и продемонстрировать наглядно. Да, конечно, у меня у самого в какой-то момент были какие-то определенные ошибочки, но это легко можно исправить простой практикой, как в данном случае, так и во всем остальном. Это первое. Второе. О том, что я говорил в начале. Значит, в данном сервисе Yumi, о котором я говорил в начале, это аналог vidIQ. Вот в данном случае мне вот лично что интересует, вот когда я создаю видео и так далее, это наполняемость тегами. Так вот, что vidIQ, что Yumi, что Яндекс, Ворстат, там множество таких сервисов, да, и достаточно обширное количество. Yumi мне нравится тем, что у него достаточно простой интерфейс, то есть сразу захожу, ищу то, что мне нужно, то есть ключевые слова, объем и все остальное. То, что есть по сути во всех остальных, просто процесс гораздо быстрее. То есть тут уже дело вкусов, удобств и так далее. Поэтому если вы заинтересованы или интересуетесь такими же вопросами, как и я, как можно сделать данный процесс быстрее, то, пожалуйста, переходите по моей ссылочке, которая будет в описании. Вы все узнаете поподробнее. Основное то, что я хотел сказать, рассказал. Также делайте обратную связь в виде лайков. Как вы можете видеть, у меня здесь стоит оценка 4. 4 лайка, в принципе, будет неплохо. Поэтому делайте репосты, подписывайте и комментируйте, чтобы знать свои ошибки со стороны. То есть принцип зеркала. Ну, на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.